Всем привет и добро пожаловать на мой канал, посвященный лепке из полимерной глины. И сегодня я предлагаю вам сделать вот такую яркую трость с переходом цвета в виде листвы. Определяемся с теми оттенками глины, которые мы будем использовать. У меня это светло-розовый, белый, салатовый и лимонный оттенок глины. А также я буду использовать новый цвет, который я еще не показывала и сама еще с ним не работала. Это вот такой красивый оттенок, называется он магнолия. Вся глина у меня классической серии. Всего мне понадобится по пол ребра каждого оттенка, разумеется, кроме белого. Начиная от белого оттенка, разминаем глину в руках, доводя ее до мягкого состояния. Формируем из глины шарик и раскатываем его на поверхности стола, вытягивая вот в такие одинаковые по длине колбаски. Нам нужно сложить по 3 цвета. Белый я использую для середины. Он послужит контрастом между цветными оттенками и чтобы они не перекликались друг с другом. Складываем и ужимаем получившуюся заготовку. Далее нам нужно ее раскатать на пастомашине или при помощи скалочки в длинную ленту. Я раскатываю на единички и складываю трость пополам. Далее снова прокатываю и складываю трость еще раз пополам. Так проделываю около 30 раз для того, чтобы появился видимый переход цвета между оттенками. В итоге вот такая полоска глины у меня получается, и я делаю то же самое со второй заготовкой. Теперь наши заготовочки нужно разрезать на одинаковые части. Я делю их на 3 части. Точно так же, как показано в видео, складываем эти части вместе. Пурпурный салатовый цвет у нас должны преобладать и выступать за границей трости. Теперь мы ужимаем нашу заготовку, выпуская воздух между срезами. Друзья, очень скоро я покажу, что же я буду делать из этой предыдущей трости. Если вам интересна тема лепки, не забывайте подписываться на мой канал. А если вы уже подписаны, пожалуйста, проверьте колокольчик, так как именно от него зависит, приходит вам уведомление о новых видео или нет. Делим трость пополам и складываем половинки вместе. Далее заготовочку снова ужимаем и вытягиваем ее в длину. Вытягивать начинаем от центра. И потихонечку двигаемся к краям. Делим снова пополам заготовку и опять ее складываем. Проделаем подобные манипуляции до тех пор, пока на срезе ваш рисунок не сольется и не приобретет очень тонкие грани, которые не будут превышать полсантиметра. То есть практически невидимым должен стать у нас рисунок. Вот тогда на этом этапе уже стоит остановиться и дальше его не мельчить. В конечном итоге прокатываем нашу трость, делим ее пополам и, как видите, на срезе у нас получается вот такой тонкий рисунок. Все, на этом мы останавливаемся и приступаем к дальнейшей работе. Для центральной прожилки я использую лимонную и черную пластику. Раскатываю глину в трубочку и оборачиваю ее черной полимерной глиной. Затем ужимаю получившуюся заготовку в длину. Растягиваю заготовку в ширину и слегка с одного края придаю ей форму капельки, то есть один край я его ужимаю. В ширину она у нас получается не больше 1 миллиметра, а в длину делаю ее такую же, как и наши трости. Собираю половинки трости вместе и прокладываю их сердцевинкой. Теперь смотрите, очень важно, я аккуратно сверху начинаю трость ужимать и подтягивать зеленый оттенок. То есть я не сжимаю полностью трость, а только сжимаю ее по краю, чтобы подтянуть зеленый цвет и состыковать его в верхней точке заготовки. Так трость приобретает треугольную форму, которая уже похожа на форму листа.
тонко раскатанной черной полимерной глиной снова оборачиваю эту трость. Ее можно оставить уже так, смотря для чего вы ее будете использовать. Если вы будете делать какие-то украшения по типу браслетов или колье, и трость листа вам послужит в качестве подвесок, или вы будете ее использовать для создания рисунка на поверхности, можно ее уже оставить так. Это уже получается готовая трость. Я же оборачиваю ее черной полимерной глиной, придавая контур. Далее мы трость оборачиваем белой пластикой. Вытягиваем трость до нужного размера. И на срезе у нас получается вот такая вот красота. Я очень надеюсь, что это видео было для вас полезным, и оно поможет вам сделать свои уникальные интересные украшения из полимерной глины. Всех целую и до новых встреч на моем канале.